За последние десятилетия человечество достигло впечатляющих результатов в области космических технологий и научных исследований. От первых пилотируемых полетов на Луну до создания постоянных орбитальных станций прогресс идет быстрыми темпами. Однако наиболее амбициозной задачей остается освоение и колонизация других планет, прежде всего Марса. Уже сегодня специалисты и ученые обсуждают сроки, технологии и сложности, связанные с созданием на Красной планете постоянных человеческих поселений. По оценкам экспертов, уже к концу следующего десятилетия мы можем стать свидетелями исторического события – первого высадки человека на Марс. И хотя эта перспектива кажется фантастической для многих, конкретные планы и разработки уже реализуются. В случае успеха к 2050 году на поверхности Марса могут появиться первые полноценные колонии, способные обеспечить жизнь и работу человека независимо от Земли. Для достижения этой цели потребуются не только значительные финансовые вложения, но и внедрение передовых технологий в самых разных областях. Разработка новых космических кораблей, систем посадки и возвращения — это только часть задачи. Не менее важны системы жизнеобеспечения, позволяющие добывать воду, производить кислород и выращивать пищу прямо на месте, а также защищать людей от многочисленных опасностей космической среды. Важнейшее направление — создание технологий, способных адаптировать человека к марсианским условиям, снизить радиационные риски и обеспечить надежную защиту от экстремальных температур и пылевых бурь. Все эти задачи требуют комплексного подхода и междисциплинарных решений, объединяющих исследования в области робототехники, материаловедения, биотехнологий и энергетики. Путешествие на Марс в настоящее время занимает около 3 месяцев. За это время астронавты подвергаются воздействию солнечного ветра и космической радиации, что существенно увеличивает риск возникновения онкологических заболеваний и других проблем со здоровьем. Для защиты от радиации разрабатываются специальные материалы, богатые водородом, способные поглощать вредные излучения, а также магнитные щиты, создающие искусственное магнитное поле вокруг космического корабля или базы. Такие технологии находятся в стадии разработки и тестирования, и их внедрение станет важным этапом в обеспечении безопасности долгосрочных миссий. Климатические особенности Марса значительно отличаются от земных условий. Продолжительность марсианского дня составляет чуть больше 24 часов. 24 часа 39 минут 35 секунд, что всего на несколько минут дольше земного. Год на Марсе длится примерно 1 год, 320 дней и 80,2 часа, что тоже создает дополнительные сложности для планирования и автоматизации процессов. Температуры на поверхности планеты варьируются от экстремальных – около минус 143 градусов Цельсия в полярных регионах до плюс 35 градусов Цельсия в экваториальных зонах. Такие условия требуют создания специальных укрытий, систем терморегуляции и автономных источников энергии, способных работать в условиях отсутствия постоянного солнечного света или сильных пылевых бурь. Пыльные бури — одна из главных природных опасностей для будущих марсианских колоний и исследовательских станций. Они возникают примерно каждые 3 марсианских года и могут длиться неделями, полностью закрывая солнечный свет и мешая работе солнечных панелей и научных приборов. Эти бури достигают скорости ветра до 97 км в час, что в условиях разреженной атмосферы все равно создает сильные пылевые вихри и перемешивание частиц. В истории известных миссий есть примеры, когда пыльные бури полностью парализовали работу марсоходов. Так, в 2007 году марсоход Opportunity столкнулся с одной из таких бурь, которая уменьшила яркость Солнца на 96%, а мощность солнечных панелей снизила до критических значений. В результате он был вынужден перейти в пассивный режим
и ждать, пока пыль уляжется. Аналогичные ситуации случались с марсоходами Spirit, который в 2008 году столкнулся с усилением штормов, и в конечном итоге его миссия завершилась в 2010 году. Эти случаи ясно показывают, насколько опасны и разрушительны могут быть пыльные бури для научных аппаратов и будущих баз. Эти природные явления требуют разработки новых методов защиты и обслуживания роботов и станций. В будущем планируется использовать роботов-автоматиков, способных самостоятельно очищать солнечные панели, удалять пыль с поверхностей и выполнять другие задачи по техническому обслуживанию. Внутри баз и укрытий будут установлены системы фильтрации и вентиляции, чтобы минимизировать воздействие пыли на здоровье колонистов. Важной задачей станет создание систем, способных предсказывать и отслеживать развитие штормов, чтобы подготовиться к возможным последствиям и минимизировать риски. Исторические примеры показывают, что пыльные бури могут полностью парализовать работу марсоходов и научных станций. В 2007 году Opportunity столкнулся с сильной бурей, которая снизила яркость Солнца до минимума и уменьшила производство энергии до опасных уровней. В результате его работа была сводена к минимуму, а батареи начали разряжаться. Внутри укрытия температура падала до экстремальных значений, достигая минус 75 градусов Цельсия в ночное время. Аналогичные ситуации происходили с марсоходом Spirit, который в 2008 году столкнулся с усилением штормов, покрывших его солнечные панели пылью. После 2 чисток и попыток восстановления его мощность повысилась, но в 2009 году он застрял в мягкой почве, и в конце концов его миссия была признана завершенной в 2010 году. Пыльные бури оказывают разрушительное воздействие не только на аппараты, но и на возможность выращивания растений и обеспечения продовольствия в будущих колониях. В марсианской почве обнаружены тяжелые металлы и перхлорат кальция, вещества, которые в больших количествах токсичны для растений и человека. Однако эти соединения могут использоваться в технологических целях, например, для получения кислорода или воды. В фильме «Марсианин» главный герой использовал отходы из туалета, обработанные специальным образом, в качестве удобрения для выращивания картофеля. Такие методы позволяют снизить зависимость от доставки продуктов с Земли и создать более устойчивую систему питания. Для борьбы с токсичными веществами разрабатываются различные технологии. Одним из решений является использование воды для вымывания перхлоратов из почвы или применение бактерий, способных разлагать эти соединения и выделять кислород. Эти подходы позволяют повысить качество марсианской почвы и сделать возможным выращивание экологически безопасных продуктов. Важным аспектом является создание систем автоматической обработки почвы, чтобы обеспечить постоянное и эффективное выращивание растений, а также обеспечить потребности будущих колонистов в свежих овощах и зелени. Разработка технологий, адаптированных к условиям Марса, важнейшее направление современного космического исследования. Вертолет Ingenuity, созданный НАСА, стал первым летательным аппаратом, который успешно использовал сверхлегкие материалы и углеродное волокно для совершения 72 полетов на поверхности планеты. В будущем планируется создание более сложных и автономных роботов, способных исследовать труднодоступные места, такие как пещеры и горные цепи. Boston Dynamics занимается разработкой шагающих роботов, таких как Big Dog и Spot, которые способны преодолевать неровности, подниматься по лестницам и выполнять различные задачи по обслуживанию баз и разведке. Эти роботы могут стать важной частью инфраструктуры будущих колоний, обеспечивая безопасность и эффективность работ. Особый интерес вызывают пещеры на Марсе. Они представляют собой уникальные объекты для изучения геологии и возможных экосистем. Внутри пещер могут сохраняться остатки микроорганизмов, что делает их важнейшими для поиска жизни вне Земли. Кроме того, пещеры могут служить укрытиями для будущих колонистов, защищая их от радиации, экстремальных температур и пылевых бурь.
Исследование пещер связано с техническими сложностями. Узкие проходы, неровная поверхность и ограниченные возможности связи с Землей создают препятствия для робототехники. Тем не менее, в ближайшие годы планируется использование роботов-исследователей, оснащенных искусственным интеллектом, способным самостоятельно исследовать пещеры, составлять карты и собирать образцы. Эти технологии откроют новые горизонты для освоения внутренних пространств Марса и поиска там признаков жизни. Роботы с системами искусственного интеллекта Nebula и платформеры Spot уже проходят тестирование и позволяют создавать трехмерные карты и идентифицировать объекты, что значительно ускоряет и упрощает процесс исследования. В будущем такие системы смогут обеспечить автономность и безопасность при изучении сложных и опасных участков поверхности, а также служить основой для строительства подземных баз. Планирование и создание самодостаточных колоний требует решения множества технологических задач. В условиях задержки передачи данных до 22 минут будущие колонисты должны будут стать максимально автономными. Варианты выбора места обитания включают Северный полюс Марса, где есть водяной лед, и кратеры, такие как Королева, где могут находиться подземные воды в вечной мерзлоте. Подземные воды и лавовые трубки могут стать главными объектами для размещения баз, обеспечивая защиту от радиации и экстремальных температур. Использование технологий 3D-печати, автономных роботов и местных материалов поможет построить укрытие и инфраструктуру, необходимую для жизни. Создание среды обитания включает разработку систем энергоснабжения, водообеспечения, а также системы вентиляции и отопления. Солнечные батареи, хотя и обеспечивают лишь около 40% энергии по сравнению с земными условиями, остаются важнейшим источником энергии благодаря своей простоте и надежности. В перспективе рассматриваются ядерные реакторы, способные обеспечить стабильное электроснабжение и тепло для баз. Вода добывается из подземных льдов или перерабатывается из воздуха с помощью специальных систем. Все эти решения должны обеспечить максимально возможную автономность колоний и защиту от внешних факторов. Медицинские и психологические аспекты жизни на Марсе – важнейшие направления исследований. Низкая гравитация, ограниченность пространства, изоляция и удаленность от Земли создают сильные стрессовые факторы для будущих колонистов. Потеря мышечной и костной массы, проблемы со зрением и сердечно-сосудистые заболевания – лишь часть возможных рисков. Для их минимизации ведутся разработки специальных программ медицинского мониторинга, а также возможных генетических модификаций, повышающих устойчивость организма к длительным космическим полетам и жизни в экстремальных условиях. Важной задачей становится создание психологической поддержки, групповых программ и систем автоматического контроля состояния здоровья. Несмотря на все сложности, развитие технологий, робототехники и биотехнологий открывает новые возможности для успешной колонизации других планет. Проведение научных исследований, создание устойчивых систем жизнеобеспечения и строительство баз – все это требует международного сотрудничества, инвестиций и постоянных инноваций. В будущем человечество сможет не только посетить Марс, но и стать его постоянным жителем, расширяя границы своего существования и создавая новую эпоху межпланетных цивилизаций. Общая картина будущего, связанного с колонизацией Марса, вызывает одновременно восхищение и опасение. Стремление к освоению космоса – естественная часть человеческого развития, и оно неизбежно столкнется с рядом вызовов, которые потребуют максимальных усилий, мудрости и ответственности. Но именно преодоление этих препятствий и позволит нам сделать следующий шаг в эволюции – стать межпланетной расой, способной жить и развиваться за пределами нашей родной планеты. И, возможно, именно в этом заключается смысл нашего существования. Не только в любопытстве и научных открытиях, но и в стремлении продолжать свой путь, расширяя границы возможного.